Приветствую вас на своем канале Цветок Персика. Меня зовут Наталья. И тема сегодняшнего видео – это подготовка фона для наших композиций. И для этого мы используем заготовочку. Вот такая у нас есть обычная заготовка из фанеры. Одеваем нашу перчаточку. Здесь для фона я буду использовать декоративную штукатурку белого цвета, зеленого цвета и оливкового цвета. Я ее между собой перемешивать не буду. Я сначала нанесу ее слоем определенным и затем попробую сделать трафарет, когда немножко наша штукатурка подсохнет. Итак, начинаем. Мы берем один единственный мастихин. Сейчас возьмем какой-нибудь вспомогательный, чтобы нам счищать. Так, заранее приготовлю влажную салфетку, чтобы она мне всегда была под рукой, потому что влажные салфетки нам всегда понадобятся. Ну и приступаем. То есть мы будем просто покрывать нашу деревянную заготовочку вот такими хаотичными движениями. Мы можем делать их как более объемными, так и более плоскими. Но так как мы будем использовать трафарет, особый объем на данный момент мы создавать не будем, для того, чтобы наш трафарет в конечном итоге было лучше видно. И вот сейчас я делаю фон, где использую попеременно белую, зеленую и оливковую штукатурку, создавая такие плавные переходы. Вот. В создании фона нет абсолютно ничего сложного. С этим справится любой, даже самый начинающий мастер. Все зависит от того, какие мы материалы имеем на данный момент при себе, от нашей фантазии, ну и небольшого умения, небольшой практики. То есть вот наш фон. Мы его покрываем. Штукатурка у нас довольно густая. В принципе, для покрытия фона можно использовать различные пасты типа акриловой основы, которая более жидкая и более легко может наноситься на поверхность, либо этой акриловой основой немного разбавлять нашу штукатурку. Вот, посмотрите, у нас сейчас получаются такие интересные довольно-таки эффекты. То есть, когда сквозь зеленый фон проступает немножко белого в виде таких каких-то пупырышков, чем-то даже напоминает структуру мха. И мы вот эти места, которые у нас совершенно произвольно получаются, мы их не будем как-то особенно заглаживать, потому что фактура получается весьма интересная. Вот в моей работе сейчас используется 3 таких цвета, но нас никто не ограничивает. Я говорю еще раз, все зависит от вашей фантазии, и вы можете использовать и разные эффекты, и разные колеровочные цвета. И каждый раз эффект будет получаться абсолютно разный. И вот сейчас та фактура, которая у меня получается, я планировала нанести на нее трафарет, но она сама по себе получается такая довольно объемная, интересная, с переходом цвета, что уже такое желание, в принципе, у меня как-то начинает отпадать. Возможно, я именно эту заготовку оставлю
таком виде. А трафарет мы с вами нанесем сейчас на другую поверхность. У меня тем более вот лежит заготовка уже с подсохшей штукатуркой. То есть это, в принципе, позволит нам не ждать, когда засохнет у нас данная штукатурка, чтобы наносить на нее трафарет. Вот, и мы сразу же приступим к нанесению трафарета. Вот, видите, какая интересная получается фактурная штукатурка. Причем она очень крепко держится, очень качественная, и даже не требуется нанесение какого-то связующего состава типа грунтовки перед нанесением декоративной фоновой штукатурки, а достаточно сразу ее так вот нанести, и она будет держаться весьма прочно. Вот. Вот такой у нас получился фон. То есть нежный зеленый, и на этот фон сразу просится какой-то тюльпан весенний, свежий, такой цвет молодой зелени. Мы можем что-то еще вот здесь добавить, каких-то вот таких краплений беленького, для того, чтобы этот эффект у нас фактурности усилить, чтобы было более интересно. Вот. На данный момент мы сейчас отложим пока в стороночку нашу заготовку и поработаем вот с такой заготовочкой. Тут вот единственное, нанесена штукатурка, и она вот нанесена такой губкой, и получается очень мелкозернистая фактура. И вот именно под такую фактуру хорошо накладывать трафарет. Но вот здесь у меня, когда я покрывала морилкой обратную сторону, образовались вот такие вот подтеки. И мы сейчас, перед тем как нанести штукатурку, эти подтеки замажем, для того, чтобы у нас край выглядел более аккуратно. То есть я уже говорила, что при работе скульптурной живописи у нас часто возникают такие мелкие ошибочки, оплошности. Они бывают у всех. В этом нет ничего страшного, этого не стоит бояться. И всегда надо помнить правило, что любой дефект мы можем так или иначе преобразовать в эффект, ну, либо каким-то образом скрыть, замаскировать, что это не будет видно, либо наоборот усилить его и представить, что так и задумано. Потому что когда художник творит, он волен делать со своей работой то, что ему по большому счету заблагорассудится. Но скульптурная живопись, она позволяет нам какие-то наши оплошности всегда замаскировать, чем мы вот сейчас с вами занимаемся. Цвет штукатурки у меня белый, а тут у нас что-то было желтеньким, поэтому для того, чтобы растянуть, я какие-то вот такие мелкие типа хлопья из белой штукатурки добавлю на всю работу, тем самым как бы обозначу, что у меня так по всей работе, это у меня так было задумано. Это у меня никакая не ошибка. Так у нас и должно быть с вами. Такой фон. Так, и мы будем наносить трафарет. Вот возьмем тоже оливковую штукатурку, но она довольно-таки у нас яркого насыщенного цвета, поэтому я предлагаю ее разбавить белой штукатуркой. Разбавить белой штукатуркой и нанести трафарет. Вот на ту большую
заготовку я планировала нанести вот такой трафарет с фактурой дерева. Он как раз по размеру нам подходит. Но если не будем делать, значит я его пока отложу в сторонку. И, возможно, такой трафарет буду применять в другой раз. А сейчас я возьму вот такой вот трафаретик и нанесу его вот так с одного края. Ну, как бы показывая, что здесь у меня, возможно, будет какая-то композиция с этой стороны, которая листиками будет выходить на какую-то интересную, уже созданную фактуру. То есть, ну, тоже способствует как-то лучшему восприятию композиции. Сейчас я перемешиваю оливковую и белую штукатурки. У меня получится оливковая штукатурка, но более светлого тона, потому что, как я уже говорила, белая штукатурка позволяет нам, в зависимости от того количества, которое мы добавляем в любой цвет, она позволяет нам получать более светлые оттенки того или иного цвета, что также интересно можно использовать при создании лепестков, то есть какой-то лепесток более светлый, какой-то потемнее, потому что в природе нет одного цвета, любой цветок он многогранен, интересен, и поэтому с цветом всегда надо экспериментировать, всегда пробовать его каким-то образом создавать, изменять. Вот мы наносим. Вот такая у нас получилась штукатурка оливковая, но она у нас совсем светленькая. То есть она, такой цвет позволит выделить нам нашу фактуру, то есть цвет будет. Но за счет того, что он будет светлый, этот цвет не будет очень агрессивным. Вот я не буду даже доходить до края нашего трафарета, а хочу создать такой эффект, ну, как бы, что он появляется из ниоткуда, не ровно там от края до края прямоугольной формы, а вот какой-то он как будто из воздуха появляется, набирает свой основной объем и доходит до самого края. Вот, здесь аккуратно убираю всю лишнюю штукатурку. Убираю штукатурку. Ну и сейчас пробую поднять наш трафарет. Оля, смотрите, какая красота у нас получилась. Вот, то есть совсем нежный, такой приятный, тоже зелененький цвет. И он очень сочетается с общим тоном, тоже таким слегка зеленовато-желтоватым. Тоже очень хорошо будет смотреться в какой-то композиции весенней. Вот я хочу сразу трафаретик протереть. Да, вот трафаретики надо сразу мыть. То есть штукатурка засыхает довольно-таки быстро, и потом отмыть ее будет очень тяжело. Поэтому надо ее сразу отмывать или каким-то образом. Вот, это у нас такой вариант. Мы сейчас тоже отложим в сторонку эту заготовку. Я вам покажу те заготовки, которые я сделала до этого. Ну, как варианты, какие могут быть основы под нашей композицией, под нашей работой. Вот такой цвет. Довольно-таки темный. На первый взгляд кажется, что он мрачный, но это не так. Серый цвет, он как фоновый очень хорош, потому что он является нейтральным. И вот на таком фоне будет хорошо смотреться цвета как ярко-красных оттенков, так и светлых оттенков. То есть он довольно-таки простой, и при этом вот эта серая, это не простая штукатурка, а штукатурка кракле. Вот если вот тут вот увидеть, вот они идут наши трещинки, но их в данной заготовке оказалось совсем немного. Вот потом еще есть вот такой вариант. Вот такой вариант нашей заготовки. Здесь тоже использованы трафареты. Вот они, цветочки, бабочки. Затем использована акварельная краска. И вот уже как основу положены листики непосредственно из декоративной штукатурки. Так, это такой у нас вариант.
Дальше есть заготовки, которые фон вот такой вот очень выпуклый, очень активный и с золотистым отливом тоже имеет место быть. Или вот такой вот с легким мерцанием, с переходом цветов, тоже такой очень интересный вариант фона. Вот еще хочу показать, вот здесь, на этой работе, вот у меня пока еще не работе, а заготовки, использованы два варианта декоративной штукатурки Кракле. Вот если, например, ближе, наверное, поднесу, будет видно, что вот здесь трещинки уже более активные, более глубокие. Цвет у нас ржавый, да, темно-зеленый и серый, даже три варианта. И они вот в хаотичном порядке между собой соединены с проплешинами, с такими вот беленькими. И сверху еще как затонировано золотистой краской. То есть это такой очень активный темный фон, который очень хорошо будет смотреться в композиции со светлыми цветами. То есть мы всегда думаем, для какой композиции мы можем использовать тот или иной цвет. Вот еще как вариант темного тона. Вот тоже очень выпуклый получился фон, очень темный, насыщенный. Тоже вот для композиции из светлых цветов. И такой же выпуклый с трещинками двух цветов, где-то в глубине он белый, на поверхности он светлый. Кстати, тут использована акварельная краска для тонирования. Хорошо будет в каких-нибудь композициях весенних цветов, где зелень, она везде зелень, зелень, зелень. Так, еще вот вариант. Я показывала вам аналогичную заготовку в предыдущем видео, но там она уже была затонирована акварельной краской. Здесь у нас такой тонировки нет, но вот опять по краю вот видно вот этот вот дефект, который я потом уберу, конечно же. Здесь вот тоже использована декоративная штукатурка голубого и белого цвета, которая вот в таком хаотичном порядке положена такими грубыми мазками, создавая тем самым фон неба, и вот на котором будет хорошо смотреться именно молодые листочки, молодые цветочки. И вот именно в этой работе можно применить тонировку акварелью, а именно вот вокруг веточек создать такое нечто зеленое, светлое. Вот мы даже можем с вами попробовать. То есть, а потом сверху, когда лягут листья, будет создаваться такой объем, эффект объема. Вот можем использовать разные оттенки акварельной краски. Она очень быстро сохнет, декоративная штукатурка от нее не трескается, ничего не будет. Вот, и получается такая у нас зеленушка. То есть, когда листики распускаются, если мы смотрим на работу, то вот эти объемные листики, которые мы создаем, это они словно на переднем плане у нас находятся, а то, что у нас где-то на заднем плане, оно уже становится таким более размытым и не так заметно. И именно добавим немножко вот еще такого, чисто для изменения, не так заметно. И именно вот эти два дальних листиков, или как вид этих дальних листиков, которые у нас не так заметны, призвана создавать акварель. То есть она создает такой общий фон, и когда сверху уже будут при помощи декоративной штукатурки выложены листики объемные, то уже вот на таком фоне, подготовленном на фоне листвы, и будет создаваться объем вот такой ветки с листиками. Ну, то есть будет более интересный эффект. Вот такую мы с вами еще сделали заготовку. Тоже ее откладываем в сторонку. И вот у нас есть еще вот такая заготовка. Здесь я ее покрыла белым акриловым грунтом. И при помощи
тоже здесь с морилкой на обратной стороне. И при помощи декоративной штукатурки и трафаретов вот сделала вот такие вот хаотичные в свободном порядке объемчики трафаретом. И вот здесь можно нам добавить, как вот нашу вот эту задекорированную, вернее намешанную оливковую штукатурку, более светлую, какими-нибудь вот такими мазками. То есть то же самое создаем фактуру, создаем дополнительный цвет, привлекаем, чтобы это было, чтобы смотрелось вместе более интересно. При этом что-то мы всегда делаем интуитивно, потому что как таковых правил ни в одном виде творчества нет. И всегда каждый мастер находит что-то свое для создания той или иной композиции. Какие-то свои использует техники, приемы, находит свои какие-то фишечки. И поэтому вот мне сейчас захотелось вот это сделать в таком виде. И, честно говоря, я даже пока не знаю, куда меня это выведет. Но даже если мне что-то не понравится, мы всегда помним, что даже если мы что-то сделали не так, как задумывался, как бы мы хотели, мы всегда все можем изменить, подправить, подкорректировать, что нет никогда ничего страшного в том, что мы делаем. И дальше мы опять-таки можем воспользоваться акварелью для того, чтобы заполнить какие-то наши вот эти вот пространства. То есть мы добавляем цвет. При этом вот я почему-то взялась и добавила его очень активно. Но акварель, она при высыхании немножко, конечно, станет более светлая. Но все равно это очень активно. Но мы сейчас ее разнесем, размажем. И она у нас уже не будет такой слишком яркой и активной. И будет, как говорится, то, что доктор прописал. Вот. И получается такое вот что-то. Даже можно добавить зелененькое еще. Сейчас, подожди. Зелененькое такое добавим. Еще немножко его растянем. Вот, то есть у нас остается фактура, добавляется цвет. И получается уже такое что-то более интересное. И всегда надо помнить, что не стоит никогда ничего бояться. Потому что даже если что-то мы сделаем не так, мы всегда понимаем, что мы это можем либо исправить в один момент. Если мы не можем исправить в конкретной работе, мы берем другую заготовку и что-то меняем, изменяем уже в другой работе, потому что в процессе обучения всегда неизбежно какие-то ошибки, неточности, никогда не надо их стесняться, бояться. И на этом я заканчиваю свое видео. Спасибо, что вы его досмотрели до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И до встречи!